Всем привет! Вы на канале Spooky Cookie, и это видео посвящено небольшому обсуждению сюжета и путешественника в нем в обновлении 4.6 Genshin Impact. Проверим, действительно ли сила нашего героя уменьшается с прогрессом сюжета. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем! Вчера в телеграм-канале я написала пост о том, что задание «Легенд очищающий огонь» буквально раскалывает сообщество на два лагеря – за путешественника и против него. С самого начала игры наш путешественник преподносится разработчиками в роли Мэри или Марти Сью. Это такое явление в литературе и не только, когда главный персонаж истории обладает гипертрофированными, преувеличенными способностями. К примеру, когда только наш герой может очистить слезы Двалина, спасти регион, у него получается все, за что бы он ни взялся. Это определенный архетип в построении истории. И я сейчас буду говорить с позиции Люмин, но если вы играете за Итера, это распространяется и на него. Как мы помним, с самого начала появления в Тейвате Люмин проявляла огромные, но отнюдь не божественные способности. Если отбросить в сторону управление стихиями без глаза бога, поскольку это преподносится как восстановление уже имеющихся ранее сил, то в самом начале она легко расправлялась с Двалином, могла использовать древнюю магию, победить Осиала хоть и не в одиночку, и очистить многовековую Сакуру от скверны. И разработчики понимают, что такое приключение быстро захватывает, ведь гораздо приятнее играть за потенциально сильного персонажа, чем за нескладного неумеху. Но это великая иллюзия. На самом деле наш герой часто не справлялся в одиночку, и ему очень часто помогали извне. Но чем дальше мы продвигаемся по сюжету, тем менее всемогущим кажется наш герой. Все больше выходят на первый план второстепенные персонажи, и вот в личном квесте Арлекина мы уже выступаем лишь помощником Лине, Фремине и Линет. И по итогу в битве с Арлекино случилось так, что Люмин по какой-то причине не использовала или не могла использовать силы стихий. И в итоге проиграла бой. И да, я делаю вывод, что она именно проиграла в конце. Если бы Арлекина продолжила сражаться, и тем более, если бы у нее была причина делать это в полную силу, то у нас было бы два варианта. Либо нам пришлось бы очень тяжело, либо в Люмин пробудилась какая-то дремлющая сила. И знаете, это поражение вызвало бурную реакцию. Прямо-таки волну хейта в сторону героя и обвинения в том, что он стал практически невидимкой. Но вы знаете, я не вижу в этом слива путешественника, как многие пишут. Наоборот, мне кажется, что наши решения с каждым обновлением истории становятся все осознаннее и глубже, чем когда-либо. Если раньше Люмин могла судить категорично и несколько наивно, например, брать за чистую монету рассуждения о Венте, почти сразу довериться Тарталье, то сейчас мы этого не замечаем вовсе. Я считаю, что так разработчики показывают нам слабость нашего героя, и отнюдь не физическую. Чем больше мы впитываем в себя стихии, тем якобы ближе становимся к своей изначальной силе. И тут проходит невидимая, но очевидная параллель. С большой силой рождается большая ответственность. Путешественник уже чисто физически не может размахивать трехзвездочным мечом направо и налево, потому что переменных становится больше. В игру вступаем не только мы. Люмин все больше сближается с героями и словно чувствует себя ответственной не только за себя, но, к примеру, как в квесте, за безопасность Лини, Линет и Фремине. И ей действовать без оглядки уже не так просто. Но я хочу обсудить с вами еще один тезис, который прошел красной нитью по всему сюжету задания «Легенд Арлекина». Неважно, насколько ты силен, всегда найдется кто-то сильнее тебя. Насколько мы знаем по информации, данной нам самой игрой, Арлекина восходит к династии Алой Луны, сила которой даровала силу самой бездне. Об этом я более подробно расскажу в своем следующем видео. И также мы знаем, что наш близнец является принцем бездны. Но что если Люмин просто-напросто не могла использовать свои способности против той силы, которой они были дарованы в принципе? И именно поэтому она не использовала стихии в бою с Арлекино. Или она прониклась симпатией к Арлекино, проникнувшись ее прошлым. Это ведь действительно очень тяжело использовать всю свою силу против того, кого по сути понимаешь.
И если подводить своеобразный итог, то я не разделяю информацию о том, что наш главный герой деградирует с продолжением истории. Наоборот, сюжет приобретает все более мрачные оттенки, и мы руководствуемся все более сложными решениями, которые уже не могут быть настолько категорично белыми или черными, как в самом начале. Все дальше на второй план отходят общие, далекие от нас проблемы, такие как, например, буря в Манштате. И все больше мы проникаемся личными трагедиями, личными настолько, что они находят отклик в нашей люмин, и в расцвет сил вступает серая мораль. А как, по вашему мнению, что происходит с нашим путешественником? Как вы считаете, стал ли он слабее со временем? Смело пишите свои догадки в комментариях. Ну а я благодарю вас за то, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, если вам было интересно. Ну а я не прощаюсь. До новых встреч!